Всем привет! Сегодня приготовим вот такие слоеные булочки из дрожжевого теста с сахаром и изюмом. Тесто на эти булочки замешивается достаточно просто, а булочки получаются мягкие и презентабельные. Для теста нам понадобится молоко 180 мл комнатной температуры. Всыпаем сюда же 30 грамм сахара и половинку чайной ложки соли. Также нам понадобится 1 яичный белок, желток пока отложим в сторону. Сюда же добавляем пакетик дрожжей или 5 грамм. И все хорошенечко перемешиваем до полного растворения дрожжей. Муку я буду всыпать двумя порциями. Для начала немножко насыплю на глаз и перемешаю вилкой. Общее количество муки здесь у нас уйдет 330 грамм. Всыпаю оставшуюся муку и продолжаю вымешивать. Сначала я это делаю вилкой, а потом перехожу на вымешивание руками, потому что просто так проще. Тесто нам нужно буквально собрать только в комок. Как только заметили, что тесто немного начало собираться, вливаем сюда же 30 мл растительного масла. Теперь нам нужно объединить растительное масло с тестом. Проще всего это сделать вот такими движениями, потому что масло вначале соединяться совсем не хочет. Однако проходит 1-2 минуты, и тесто становится очень мягким, податливым. Оно хорошо впитало уже масло, совершенно не прилипает к рукам и не прилипает к стенкам чашки. Это тесто не требует длительного вымешивания. Как только масло впиталось в тесто, тесто становится мягким, податливым и очень таким эластичным. На этом этапе можно остановиться. Выкладываем тесто на стол. Стол я ничем не присыпаю, тесто не прилипает к столу и не прилипает к рукам. Нам нужно на данном этапе сделать вот такую колбаску и разрезать ее на 7 примерно равных частей. Можно это сделать на глаз. Из каждого кусочка теперь нужно сформировать шар. Для этого нужно сплюснуть немножко кусочек, подобрать все края к центру, все края защипать. Я стараюсь округлить его уже прямо на этом этапе. И затем тесто переворачиваю и вот такими круговыми движениями делаю шарик. Вот такой шарик должен получиться. Повторяем процесс округления со всеми оставшимися кусочками теста. У нас должно получиться 7 шариков. Я их выкладываю на противень. Противень я смазала растительным маслом, и каждый шарик я также смазываю растительным маслом. Теперь я накрою все шарики пищевой пленкой и отправлю их на расстойку. Это первая расстойка теста, и займет она час. Растаивать тесто нужно в очень теплом месте до тех пор, пока шарики не увеличатся в объеме как минимум 2 раза. Выкладываем первый шарик на стол. Стол у меня также я ничем не присыпаю. Шарики не прилипают, они полностью пропитаны маслом. Формируем из шариков вот такие круги. Круг очень тонкий, поэтому если его поднимать пальцами, он может деформироваться. Проще всего его накинуть вот так на скалочку. Выкладываем круг на противень, который я также смазала растительным маслом. На данном этапе мы будем формировать слои теста, прослаивать тесто. Поэтому тесто, каждый кусочек я сначала прослаиваю сливочным маслом и затем присыпаю крахмалом. На прослаивание теста маслом уходит около 30 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть очень теплое, комнатной температуры, мягкое. Повторяем процесс со всеми остальными шариками. Шарик раскатываем в круг, круги должны быть очень тонкие, выкладываем их друг на друга, смазываем сверху сливочным маслом, я это делаю пальцами, мне так проще, вы можете кисточкой, кому как удобно. И затем присыпаем сверху немного крахмалом. Каждый слой повторяем один за одним до тех пор, пока у нас не закончатся круги. Крахмал в этом рецепте играет такую двойную роль. Во-первых, он помогает разделить слои теста между друг другом, а во-вторых, в процессе растаивания, когда масло начнет топиться и течь и становиться жидким, крахмал его подхватит и масло не будет вытекать из-под булочки на противень. Я уже закончила формировать слои. Верхний слой, последний, я ничем не смазываю. Накрываю пленкой и даю отдохнуть слоям минут 20. Это нужно для того, чтобы немножко расслабилась клейковина, потому что дальше мы слои будем раскатывать. Раскатываем наши получившиеся слои в прямоугольник. Делать это нужно очень аккуратно, потому что слои тоненькие и могут порваться. На раскатанный прямоугольник выкладываем джем. Джем должен быть очень густой, не растекающийся. У меня это персиково-яблочный джем. Ушло где-то около 100 грамм, примерно 3 столовые ложки с горкой. Много джема делать не нужно, чтобы он не вытекал и булочки не пригорели.
На джем сверху выкладываем изюм или любые другие сушеные ягодки. У меня в этот раз это красная сушеная смородина. У меня ушло где-то 2 горсти, 60-100 грамм. Сворачиваем тесто в рулет. Тесто достаточно тонкое и слои могут немного прилипать, поэтому аккуратно пальчиками со всех сторон проходитесь и смотрите, чтобы тесто подтягивалось друг за другом и не порвалось. Край теста подтягиваем и подщипываем к самому тесту. Если этого не сделать, то в процессе расстойки булочки могут начать разворачиваться. Нарезаем получившееся тесто на 8 булочек. Поскольку нарезаю я на глаз, то проще всего ровные булочки сделать следующим образом. Разделить тесто пополам, потом каждую половину снова пополам и потом каждую четвертинку снова пополам. А чтобы срез булочки получился ровный, нужно пользоваться либо очень острым ножом, мои ножи они острые как бритва, или можно воспользоваться нитью, я думаю, что все знают этот способ тоже. Формируем булочки, придаем им округлую форму. Сверху их немножко нужно приплюснуть, чтобы они образовали такой хороший кружочек. Хочу напомнить, что все ингредиенты для этого рецепта вы, как всегда, сможете найти в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, я всем отвечаю. Отправляем булочки на расстойку в теплое место. У меня это будет духовой шкаф с включенной лампочкой. Булочки должны увеличиться в объеме в 2 раза. У меня ушел час. Желток, который у меня оставался от приготовления теста, я смешала с 1 столовой ложкой молока и смазала булочки со всех сторон для того, чтобы они были аккуратные, красивые и подрумянились со всех краев. Сверху по желанию булочки можно посыпать сахаром. Булочки я ставлю в холодный духовой шкаф и вместе с ними разогреваю духовку до 185 градусов по Цельсию. Булочки выпекались после нагрева примерно 10-15 минут. У этих булочек получается румяная, блестящая, тоненькая корочка, которая слегка хрустит, а внутри эта булочка очень мягкая. Донышко получилось аккуратное, масло не вытекло, варенье тоже не вытекло и сахар не растекся. Посмотрите, какие слои получаются. А мякиш белый и волокнистый. Дайте мне знать, если вам понравился этот рецепт, и до встречи в новых видео!